Привет! В этом мини-видео я хочу тебе рассказать про такую задачку, которую, очень любят, как по мне, пихать на всякие интервью, собеседования, вступительные испытания. Ко всему прочему, она такая довольно интересная, так что welcome. Сама задача формулируется таким образом. Что больше, e в степени π или π в степени e? И мне кажется, первое, что нужно сделать, когда ты видишь какую-то штуку в непонятной степени, это логарифмировать. В общем, первым делом пробуем логарифмировать. И на самом деле у нас получается такая довольно приятная штука. Здесь у нас остается π, просто потому что по определению или по свойству какому-нибудь вот эта штука — это единица. А здесь у нас остается вот такая штука. И давай перенесем все в левую часть. У нас получается π минус e ln π. А здесь нолик. И вот эту штуку нам теперь нужно сравнить с нулем. На самом деле, кажется, второй шаг, когда видишь что-то непонятное, и тебе нужно это что-то непонятное проанализировать, представь это как функцию. Потому что про функции, в принципе, рассуждать приятнее их анализировать. В общем, мы можем представить это как функцию x минус e ln x. Ну и понятно, если мы поставим сюда π, то у нас просто получится выражение в левой части. И самая базовая, мне кажется, штука, которую можно сделать, когда ты анализируешь функции, это посмотреть на ее производную. Производная тут такая тоже довольно простая. У нас получается единица минус ешка делить на x. Ну и здесь нужно не забыть оговориться, что область определения нашей функции — это не все вещественные числа, а только положительные. Потому что понятно, что мы под логарифм не можем поставить ничего неотрицательного, и мы не можем подставить туда 0. В общем, он нам спиливает половину вещественной прямой. Таким образом, если мы посмотрим на нашу производную, то понятно, что у нее нолик будет в точке Е. И если мы пойдем левее точки Е, то есть возьмем что-то меньше, то производная у нас будет просто отрицательной, потому что дробь будет какой-нибудь большой. И аналогично, если мы возьмем что-то больше Е, то дробь будет маленькой, и таким образом у нас получится что-то положительное. Таким образом, мы можем сказать, что наша изначальная функция f от x на промежутке от 0 до e будет убывать, и на промежутке от e до плюс бесконечности будет увеличиваться. Но это, не знаю, это просто какие-то базовые знания из 10-го, наверное, класса про производную. И таким образом мы можем заключить, что точка e — это просто минимум нашей функции. Получается, нам осталось только посмотреть, чему наша функция равна в точке e, и что-то заключить. Если мы подставим e, то у нас получится e минус e ln e, это мы знаем единица, то есть у нас выходит нолик. Так как e — это точка минимума, то мы знаем то, что наша функция в точке π больше, чем в точке e. Если на самом деле просто посмотреть, то у нас получается в нашем неравенстве, которое нам нужно еще определить, нолик — это f от e, а π минус e ln π — это, как мы знаем, f от π. А про них мы уже все определили. Таким образом, мы можем поставить знак неравенства и заключить, что e в степени π у нас будет больше, чем π в степени e. Ура! Таким образом, мы получили наш ответ нужный. Вот, я надеюсь, что тебе понравилось это видео и понравился такой формат, так что пиши комментарии. Может быть, у тебя вообще есть какая-нибудь интересная задачка, которую можно подкинуть. Пока!